Проведя еще десяток часов на сотнях попыток, потратив целый год на получение необходимых навыков и войдя в топ-1% игроков со всего мира, я могу наконец-таки ответить на вопрос, возможно ли пройти ТАПС одним юнитом. Напомню, что в первой части своего челленджа я уже успел пройти кампании «Введение», «Приключения», «Испытания» и «Династию». Закончилось же все на уровне пиратской кампании, где вас окружают 4 гарпунера, пушки и кучка пиратов. Потратив год назад десятки попыток и не добившись ничего на этом уровне, я заявил, пройти ТАПС одним воином невозможно. Хотя, запуская игру, компания, пираты, захожу на уровень, ознакомливаюсь с бюджетом, воинами на выбор и начинаю свою первую попытку, поставив танк Да Винчи. Что ж, попытка неудачная. Вторая проба и ставлю Манки Кинга. Результат лучше, но все еще что-то не то. Пробую взять управление над юнитом и быстро получаю ядром в лицо. Окончив третью попытку, ставлю Зевса, неудача. Много неудач. Пытаюсь использовать Мамонта и вновь безуспешно. Еще пару попыток спустя возвращаюсь к варианту обезьяньего короля. Пробую прятаться за трапами кораблей от пушек, а после и вовсе пытаюсь несколько раз убежать с поля боя. И именно в одной из таких попыток резко иду в атаку и тем самым избавляюсь от всех пиратов, оставив буквально одни только пушки, наконец-то поняв, что это хотя бы возможно. Сам того не ожидая, уже в следующем забеге открываю для себя тактику выбивания двух пушек в начале забега, но неудачно приземляюсь за борт. В следующей паре заходов начинаю оттачивать технику сражения врагов, и уже через несколько перезапусков прихожу к той попытке, где я смог снести две первые пушки, перейти ко второму кораблю под прикрытием моих клонов, снес пушки на втором судне, и когда против меня остался лишь один враг, тот производит мастерскую вертушку, тем самым переигрывая меня, из-за чего я пробиваю звуковой барьер микрофона. Какая вертушка, ты ёк-макарёк! Как бы то ни было, этот момент должен был настать. Повторяю свой уже обыденный маршрут с допустимым уроном, выбиваю пушкарей, пиратов и наконец-таки прохожу непроходимый уровень. А значит, мы еще на шаг ближе к прохождению этого челленджа. На следующем уровне повторяю свою тактику использования Манки Кинга, избавляясь сначала от пушек, а после от оставшихся болванчиков, без проблем проходя уровень. Следующее же испытание стало отличным от предыдущих, ведь в начале уровня мне в команде сразу дается капитан. И именно для таких случаев стоит уточнить, что в игре есть уровни, в которых вам изначально дают юниты, в которых вы не можете удалить. А значит, мне придется поставить одного своего юнита, чтобы уровень был хотя бы проходимым, ведь в противном случае... Итак, для прохождения левела ставлю своего Манки Кинга, и пока капитан отвлекает огонь на себя, расправляюсь с остальными врагами на уровне. Изи. Для следующего же левела стоит сформулировать пару основных принципов прохождения ТАПСа одним юнитом. А именно, если вы попали в ситуацию, когда против вас идет превосходящий по силе противник, лучшим для вас решением будет использование любого доступного вам дальника. Второе же золотое правило гласит, что все юниты противника по совместительству являются фанатами детского контента в лайке, а значит, вам стоит использовать против них свое главное преимущество в виде наличия мозга. С использованием этих правил ставлю Зевса на краю корабля, жду пока враги сами попрыгают в воду, а после добивают тех, кто из-за манту или других причин побоялся водных процедур. На следующем уровне, когда у меня забрали доступ ко всем воинам, кроме войск компании пиратов, использую уже третий принцип прохождения челленджа, гласящий о том, что если вас ограничивают в выборе юнитов, вам стоит присмотреться к самому дорогому из доступных, ведь скорее всего он и будет самым сильным по совместительству. В ситуации же, когда самый дорогой юнит все же не справляется, возвращаемся к правилу номер 1 и берем любого дальника. Что ж, если и дальник не справляется, переходим к плану и, используя цыганские фокусы, ставим своего воина в места, где вас не смогут достать армии противника. На следующих двух уровнях вспоминаем физику за 7 класс и, взяв силу свободного падения на подмогу, проходим их. Для следующего же уровня стоит сказать, что даже если вам кажется, что армия врага самая малость перебафана, стоя на крыше домишки на юге Греции, коряги на уровне замка и в нескольких других местах, о которых я расскажу далее, враги сами справятся со своим аннигилированием. Далее без проблем прохожу еще несколько уровней, чего не могу сказать о следующем испытании, где против меня выступила целая армия викингов, что означает необходимость напрячься, ведь 21 миллион мощи — это не шутка. Как бы то ни было, стратегически становлюсь в первой попавшейся дырке между елок, и искусственный интеллект под действием читерного усиления в виде молитвы сам проходит уровень. Следующий уровень отличился тем, что враги сами решили показать, куда они будут атаковать. Я же в свою очередь вновь ничего не делал, ведь королева пиратов сама справилась с этими заморозшими. А вот уже на следующем уровне пришлось реально попотеть, ведь начал я его с безуспешной лобовой атаки, продолжил попыткой выманить врагов за пределы карты, а также гоп-стопом под мостом, где моего юнита забили ногами. Закончилось же все падением моего гарпунера с дерева в крепкие вражеские объятия.
Но по итогу для прохождения уровня я пришел к тактике закидывания врагов бомбами, стоя на ветке дерева, и при этом уворачиваясь от Манки Кинга. Простояв так минут 7, я наконец-таки прошел и этот уровень. Следующий уровень мало чем отличился, разве что наличием Ивана Зола? Это прям плохо. Иван Зола? Новая карта, на которой мы попадаем во дворики Ренессанса, а значит встаем на крышу южного здания и ждем, пока враги сами попрыгают в воду. Повторяем этот ритуал по 3 раза на дню, и спина болеть не будет. И кстати, да, попутно проходим кампанию пиратов. Следующая кампания — жуть, и первый уровень нас встречает 1800 монетами и кучкой скелетов на стороне врага. Увы, на Зевса не хватает, а значит ставлю пугало на любом доступном дереве, а после впитываю настоящий геймплей. Следующие 3 уровня без проблем прохожу одним Зевсом, с поправкой на то, что на 3-м уровне из-за одного из неприятнейших врагов в игре в лице Кровосись приходится встать на камни на краю карты, чтобы уже оттуда настреливать по нападающим Робертом Патисонам. Идем далее, и против меня 8 тыквопульт и 16 лампоголовых. Пробую на плюс морали быстро выбить правый ряд врагов, но быстро оказываюсь вдутым в пропасть. Прячусь за руинами стен и получаю прямое попадание в тыкву. И только после становлюсь на нижнем ярусе карты в ожидании светильников, разобравшись с которыми, начинаю по одной выбивать катапульты, проходя уровень. Далее пробегаю очередной легчайший уровень, а вот уже следующая баталия становится реально сложной. Ведь встречает вас уровень очередным окружением, на котором в какую бы сторону вы ни пошли, вас встретят маги мечей, лампоголовые, либо лучники с огненными стрелами. Из-за чего обычный забег выглядит примерно так. И кстати, пока я ищу дырку в текстурах на уровне, у меня речь. Ну, не уверен, что это было интересно. Просто ждешь, пока все сами убьются. Ролик вроде как о теме, но по факту не более чем богоюз. Мог просто читами всех убить. Плюс-минус то же самое. Начиналось веселее. Библиотумб. Что ж, потратив более часа на поиски дырки, временно называю уровень непроходимым и иду в следующую кампанию, ведь, как оказалось, я забыл допройти кампанию Эпохи Возрождения. И в целом, увидев стартовый расклад в армии врага, я понял, почему при первой попытке я бросил это гиблое дело. Ведь на уровне армия врага представлена 2 рядами лучников и аж 4 катапультами. Вам же на выбор воинов дается лишь один мушкетер, который, напомню, перезаряжается по 15 секунд, не умеет стрелять вниз и, не буду таить, мушкетер с... И да, хп у него ровно столько, чтобы упасть с дерева и не выжить. А значит, предлагаю вам в полной мере насладиться этим недоразумением, ведь во второй попытке, пытаясь спрыгнуть на более низкую ветку, я соскальзываю с дерева и падаю в пустоту. При попытке встать на камни посреди воды я успешно отстреливаюсь от врагов до первой прилетевшей стрелы. При попытке спрятаться за камнем получаю прямой наводкой снаряд от катапульты, прячусь за деревом, неудачно выложу из укрытия, подставившись под вражеских лучников. После снова падаю с дерева и вновь вылетаю с карты. И знаете что, казуал? Серьезно? Я казуал? Возможно, стоит читать меньше комментариев. Что ж, еще с 10 попыток спустя я все же нахожу место для мушкетера за деревом и забором, где у меня получается по одному перестрелять всех врагов и наконец-таки пройти этот уровень. Прохождение следующего уровня начинаю с атаки итальянского НЛО, а после, прекратив баловство, ставлю танк на землю и прохожу уровень. На уровне королевского паровозика становлюсь мушкетером на дереве и жду, пока фанаты Киша сами попрыгают со скалы. Изи. На следующем уровне стартовый расклад такой. Против меня 2 отряда гоплитов, лучников и несколько баллист. У меня же на выбор воинов вновь один только мушкетер. И давайте сократим этот уровень до осознания того, что, потратив на него 1,5 часа, я понял, что каждый кривозубый лучник в команде врага обязательно является по совместительству КМС по Таркову. Кайтить врагов в воротах сложно, а при первом же промахе по щитовику невозможно. Третье, даже если вы не видите воду, это не значит, что ее нет. И четвертое, при попытке залезть в текстуры вы будете смешно трепыхаться, пародируя камеру наблюдения. Что ж, ну а по итогу, чтобы пройти этот уровень, вам всего-то стоит встать в начале уровня на воротах, чтобы подстрелить 1-2 врагов на подходе, после подбежать к кустам на краю карты, начать настреливать по подходящим врагам через эту щель, и главное, в момент, когда вы будете настреливать по врагам, не пропускать никого в вашу щель. В случае же, если они все-таки пройдут, вам стоит просто подождать, пока они уйдут на перезарядку, чтобы самим в это время пойти в атаку. И да, кстати, когда вы будете на финишной прямой и почти уверены, что скоро все это закончится, постарайтесь не навернуться с острова. Потратив еще столько же времени, прохожу уровень, пострелив напоследок застрявшую баллисту. Очередной уровень без комментариев. Новая мапа и против меня сборище викингов. Удивляюсь скудному выбору воинов, а после замечаю, что у меня в команде сразу идут 23 мушкетера. А значит, ставлю одного конника и как могу отвлекаю на себя внимание, тем самым давая мушкетерам время на перезарядку. Изи. Следующий уровень, который я уже проходил год назад, но в песочнице, и из-за прохождения которого другим ютуберам я прочитал десятки комментариев о том, что я плагиатор и вообще ничего своего придумать
придумать не могу. На что я могу ответить разве что только: вот вам официальное доказательство того, что я Сигма, и вам завтра в детсад рано вставать. Как и в первый раз, для прохождения этого уровня прохожу к вот этому камню, уходящему под землю. Далее пролажу с его помощью под текстуру и надеюсь на то, что враги не будут пользоваться богоюзами, пытаясь залезть ко мне. Все, просто... Вы чё, офигели? Они сквозь текстуру пролазят. Ну, читеры. И не стыдно же им. Не скажу, что с легкостью, но все же перепрохожу этот уровень. Следующие два уровня прохожу одним танком Да Винчи. Next Level и очередная головная боль. Ведь в команде противника две хвачи, один выстрел, который с легкостью сносит целый танк, достает вашего мушкетера, даже если он прячется на дереве. Ну а в случае, если же все-таки успеваете спрятаться под мостом, вас все еще, естественно, с первого выстрела взрывают лучники с фейерверками. Как бы то ни было, множество попыток спустя я пришел к тактике, когда вы ставите танк Да Винчи так, чтобы выстрелы хвачи прилетали ровно в балку пагоды. После вы начинаете неистово закликивать врага, надеясь на то, что хотя бы одно ядро рандомно прилетит в ближайшую к вам установку. И на то, что вторая хвача встрянет на противоположной части карты, наехав на союзного лучника. Чтобы вы в это время могли спокойно разобраться с идущими на вас самураями, переехать по центральной части карты в спину оставшейся хвача, а после без опасения добить оставшихся болванчиков для прохождения уровня. Из-за следующего же уровня я официально заявляю, что концентрация непроходимых уровней в компании Ренессанса одна из наивысших в игре, а значит, вновь перепробовав кучу тактик и ничего не добившись, также назначаю этому уровню звание временно непроходимого, а после переключаюсь на кампанию симуляции, для которой предлагаю ускориться. Итак, первый уровень симуляции битва на мосту прохожу одним тором, уровень ряд и лабиринт пробегаю парой зарядов Зевса, уровень холм прохожу с сенсеем, который своим спамом снарядов просто подавил вражеские ряды. На уровне король достаю свое секретное оружие в виде пушки Гатлинга, а секретным это оружие является лишь потому, что пушка является буквально имбалансной, ведь скорость ее атаки ограничивается только вашим умением быстро нажимать на кнопку выстрела. А значит, пришло время долгих тренировок поднятия КПСиков. Чтоб меня папа не забанили. Когда же я понял, что готов, пришло время устроить этой игре настоящий Вьетнам. Изи. Когда же этот сверхгеймплей закончился, уровень атака я прошел, переехав врагов на танке, уровень стена победил одним самураем в окружении, очередной раз на танке устроил догонялки с противником, на уровне пиратской бухты кое-как пережил нападение вампиров на моего хрономанта, а после дал ему возможность самому добить пушки из-за стены. Уровень ров прошел, используя монарха пустоты, на арене попал в ситуацию, когда Это врагов закрыли со мной, а не меня с ними. при этом в первой попытке случайно не заметил обрыв. Уровень пропасть вновь с легкостью был пройден пулеметом Гатлинга, и таким образом компания симуляции также у меня в кармане, а значит далее нас ждет Дикий Запад, первый уровень которого прохожу пугалом на первую попавшейся крыше. Уровни кактусы вперед, пули и кактусы, взрывные кактусы, ограбление банка и взрывное лассо прохожу, поставив одного жнеца под управлением ИИ. На уровне пули и цепи впервые встречаю чудо природы в виде ковбоя Шевцова. Уровень полдень, один враг, 750 монет. Оу да, это явно знак. Ставлю одного мушкетера и бой начался. Ладно, это было не так эпично, как я думал. Следующие 5 уровней прохожу на выбор жнецом или воробьиной FPV установкой. Уровень ковбоя против аборигенов — ничто иное, как мирная колонизаторская миссия европейцев в Африку. Далее уровни, начиная с восстания животных и до самураев Сёгуна, прохожу без каких-либо особенных тактик. Алло, да-да, Ренессанс, да-да, победа. И еще одна. Уровень подкрепления на стиль прохожу, использовав самого дешевого юнита, просто подождав падения короля с карты. На уровне уйти от врага продолжаю крестьянский флекс, дождавшись окончания таймера на отшибе карты, откуда я благополучно чуть не слетел в последнюю секунду отсчета. На уровне «А ну-ка быстро» ничего не произошло, ну а на уровне погони за Зевсом просто объезжаю армию врага, чтобы раскатать Зевса гусеницами Абрамса, тем самым пройдя кампанию Дикого Запада. Компания наследия уровня начала, боксеры, браконьеры, скорость и быстрая бомба проходятся одним танком Да Винчи. Уровень бомба своим удобным расположением врагов в колонии, ну просто идеально проходится одним Зевсом. Левел осада заставит вас залезть Зевсом на ближайшую гору, чтобы без опаски перестрелять всех вампиров, а после в ковбойской дуэли разломать еще и баллисты. Что же возможно со второй попытки.
Ядовитый фараон проходится простым стоянием на могильном камне, уровень флаги и знамена проходится баллистой поочередным выцеливанием врагов, уровень волшебник за стеной все так же не может ничего противопоставить против одного Зевса, левел танк хоть и пугает на первый взгляд, но все так же легко проходится Зевсом, которого вам нужно поставить за церковью, чтобы, пользуясь ей как прикрытием, планомерно расстрелять танк, а после оставшихся болванчиков. Уровень война, хоть и кажется сложным на первый взгляд, на самом деле таковым и является, а все потому, что попытка повторить прошлую тактику с церковью, скорее всего, для вас закончится примерно так. Спрятаться на горе у вас не получится, потому что танки умеют стрелять вверх, а даже если вы найдете место за кустом, откуда сможете за 20 минут перестрелять 5 танков, это вам мало что даст, ведь последний танк в таком случае стабильно застрянет в камнях на удалении от церкви, за которой вы бы могли спрятаться. А если вы попробуете подойти поближе, то... Что ж, даже эта ситуация не непроходима, ведь если вы возьмете божественного стрелка, передуэлите 5 ближних танков, убежите на другую часть карты так, чтобы застрявший танк все же поехал за вами, а после спрячетесь за первой попавшейся елкой, от которой вы все еще смогли бы простреливать подъехавший к вам танк, вы без труда пройдете этот уровень. Следующие 8 уровней даже объяснять не буду, взрослые уже сами разберетесь. А о чем расскажу вам, так это о уровне озарения Билли, который станет для вас одним из настоящих испытаний, ведь в начале этого левела вам дается почти бесполезный с точки зрения урона фараон и задача защищать этого болванчика любой ценой. Когда же вы, проходя этот уровень, потратите десятки попыток и более получаса, вы наконец-то поймете, что лучшая ваша тактика для спасения Билли — это брать его в начале раунда и, сломя голову, бежать к ближайшей лестнице. Когда же вы потратите еще с десяток попыток, вы наконец-таки сможете забраться на первую лестницу и... Да вы серьезно! Так вот, когда вы, потратив еще с десяток попыток, уворачиваясь от летящих в вас змей, все же залезете на верхний ярус пантеона, не сильно радуйтесь, ведь там вас все еще достает Минотавр, а также вы все еще можете сначала застрять, а после еще и свалиться из-за расположенных там кустов. Что ж, ну а по итогу лишь на фиг его знает, какую попытку у вас случайно, быть может, не точно, но вдруг выйдет уйти от погони первых змей, залезть на второй уровень пантеона, откуда, перейдя на центральную лестницу, вы все же сможете переколдунить застрявших на нижних ярусах врагов. Но это не точно. Следующие же 9 уровней после озарения Билли будут с легкостью вами пройдены Тором, танком или же фараоном в том или ином составе. Но вот уже уровень уцелеть любой ценой полностью оправдает свое название, ведь его даже американский ютубер не смог пройти при попытке выполнения челленджа. И причиной тому является то, что на уровне против вашего горе-боксера одновременно будут сражаться 8 рудокопов и целых 4 стрелка. Плюсом к тому, так как бюджет у вас не резиновый, в качестве своего юнита из нормальных вы сможете позволить себе разве что Тора. И все же, чтобы долго не томить, вот как выглядит моя стратегия для прохождения этого уровня. В самом начале уровня ставите Тора и боксера вплотную. Сразу после пуска берете под управление Тора и стреляете молнией по ближайшему стрелку. Далее выходите из Тора и берете управление над боксером, убегая в сторону к ближайшему салону с козырьком, добежав до которого делаете главное. Вспоминаете все известные вам молитвы. И из-за этого с некоторым шансом вам повезет, Тор сам справится с рудокопами и против вас останутся только стрелки, с которыми вы уже сможете побороться в равных условиях, ведь пока вы находитесь под козырьком, они бессильны. Но даже если вам все-таки придется выйти из своей сейф-зоны, вам просто необходимо подождать момент второй перезарядки, чтобы нанести свой финальный удар. Оставшаяся же часть доброй компании не могла похвастаться какими-либо сложными уровнями. И разве что левел укрепленной строи запомнился тем, что я пытался устоять на вражеском танке, справившись с чем я перешел к последней кампании — Злой Сказки. Первый десяток уровней которой на изичах проходит с Тором на возвышенности или танком, действующим по крысной тактике, ударил, отбежал. Когда же на выбор вам остаются исключительно воины зла, пользуясь предвестником смерти, громовым магом и монархом пустоты, под вашим управлением будут пройдены еще 9 уровней. И все же рано или поздно всему хорошему придет конец, вместе с уровнем легендарный бастион, на котором, как мне кажется, я испробовал буквально все. Брал самого сильного воина и кидался в ноги врагу, использовал дальника с наибольшим уроном и ставил его на каждой возвышенности в поисках той самой скалы, где меня бы не доставали гарпи, пробовал прятаться за всеми сооружениями на уровне и даже пытался пройти уровень, используя нескольких воинов, но все это было безрезультатно. А из-за того, что это была последняя неначатая кампания, в этот раз я бы не смог вновь просто сбежать на другой уровень. И мне все же пришлось заметить слона в комнате с уже аж 3 непроходимыми уровнями. И задаться вопросом. Неужели все это было зря? Неужели это действительно невозможно? Может, пришло время сдаться? Но что же это? А вот это многое меняет.
новой фичи, дающей доступ к воинам всех компаний, я без проблем прошел еще 30 уровней, из которых разве что только последний уровень злой сказки отличился тем, что прошел я ее как настоящий злодей-британец. Тем самым я наконец-таки сделал это. Я попал в 0,32% игроков в мире в принципе прошедших тапс на ПК-версии Xbox, а значит, сделав это одним воином, я вошел в еще меньше процент. Помимо этого, я стал первым человеком на всем ютубе, полностью прошедшим тапс одним воином. Потратив на одну только съемку более 30 часов, у меня появилось к тебе предложение подписаться, если ты хочешь сам попасть в еще одно видео по тапсу. Ну и отвечая наконец-таки на вопрос, можно ли пройти тапс одним юнитом, ответ: конечно нет, тип серьезно? Там есть уровень, где вам в команде дается 16 напов сена. Алло! Посмотри это видео.